Здравствуйте! Сегодня у меня будет массовая пересадка именно пеларгонии, более больший объем. Абсолютно все пеларгонии растут у меня в горшочках вот таких 750 миллилитров. Но уже многие пора пересаживать. Некоторые переросли даже эти горшки уже давным-давно. Но вот все также они сидят именно в таких горшочках. У меня теперь будут горшки и по 2 литра, и по 1 литру. Все в зависимости от пеларгонии. Если пеларгония уже более взрослая, вот, например, эта пеларгония, смотрите, она уже стоит близко к фитолампе, и она начала белеть от жары. То есть ее нужно также пересадить, скорее всего, в 2-литровый горшок, и я буду подсыпать некие удобрения для того, чтобы она быстрее принялась, и чтобы ликвидировать все эти белые листики. А также мы с вами создадим сегодня биококтейль именно для пеларгоний после пересадки, которые помогут и обезвредить почву, и наладить корневую систему, и дальше уже будет пеларгония активно быстро расти. Пересаживать я буду в такие горшки, это 2 литра. И вот у меня есть еще один горшок, там 1-литровый. Чтобы правильно подобрать горшок, нужно поставить старый горшок в новый горшок. Если в нем достаточно места, значит все правильно. Будем пересаживать именно в этот объем. Есть еще литровый горшочек. В 2 раза меньше, стоят они очень дешево, кстати, покупала их в обычном магазине. И буду пересаживать во все одинаковые горшочки. А сейчас я вам расскажу, как нужно правильно пересадить пеларгонию. Обязательно на донышко будем класть дренажные камни. У меня это керамзит, можно использовать любые дренажные камни. Есть камни Вартекс, это пеноплекс, либо это пеностекло его еще называют. Также подходит как для дренажа. Есть крупный вермикулит, тоже подходит для дренажа. Выбирайте любой. У меня это керамзит, камни более крупные, для того, чтобы сливалась лишняя влага. Какой грунт использовать для пеларгонии? В данный момент вы видите, это чистый торф. Торф у меня синий агробалт, покупала я его на Wildberries. Сейчас стоимость выросла, поэтому, если кому нужно, успевайте, потому что к весне будет стоить еще дороже. Обязательно буду класть в торф вермикулит. Вермикулит у меня мелкой фракции, есть крупные фракции, а у меня вот мелкой, просто так удобнее. Вермикулит отлично разрыхляет почву и впитывает лишнюю влагу. Это подходит особенно для тех, кто любит переливать или наоборот забывает даже полить ваше растение, так как позже вермикулит отдает эту влагу. А также я добавлю перлит. Перлит у меня средней фракции, есть более крупный, есть практически как пыль. Тоже выбирайте то, что вам нравится. В связи с тем, что я не буду освобождать корневую систему от старого грунта, я не буду добавлять цветочный либо универсальный грунт в торф. У меня будет чистый торф плюс перлит и вермикулит. А также я добавлю древесный уголь, который отличный антисептик именно для пеларгонии, для пересадки идеально подходит. У меня древесный уголь хранится вот в такой вот банке. У меня древесный уголь именно для растений. Но вы можете брать любой древесный уголь, например, для шашлыка. Но обязательно посмотрите на упаковке, вдруг там что-то добавлено. Если добавлено, то не покупайте. Есть чистый древесный уголь. Вот именно его и нужно, без различных примесей, жидкостей и прочего. Именно чистый древесный уголь, он будет у нас как антисептик, он будет впитывать и различную влагу, а также будет защищать от гнили. И как раз вот после пересадки пеларгония подвержена именно корневой гнили. Вот на такой тазик я положила буквально 7-8 ложек. Этого будет достаточно. Так как у меня уже в некоторых пеларгониях содержится тоже древесный уголь, поэтому не будем переусердствовать, все делаем в меру. Вот посмотрите, какой рыхлый грунт получился. Просто отличный грунт именно для пеларгонии, когда вы будете пересаживать более больший объем. Именно в таком грунте, где содержится больше торфа, пеларгонии растут намного быстрее. Поверх дренажных камней накладываем торф, буквально пару сантиметров, этого будет достаточно.
Еще один важный момент, я торф сейчас ничем не смачиваю, и поэтому он сухой. Для этого мы и будем создавать чуть позже биококтейль. Дождитесь обязательно, будет отличный биококтейль для именно пеларгонии. А вот сейчас посмотрим, что у нас там с корнями. Корни здесь, в принципе, хорошие, до самого конца доросли. Вот они виднеются беленькие, если кому видно. Вот поближе вам показываю. Корни хорошие, то есть кустик точно нужно было пересаживать уже давным-давно в 2-литровый горшок. Это минимум. Это пеларгония Покарист Соломон. Они в основном цветут в более большем объеме. За год данная пеларгония всего цвела один раз, буквально маленькими цветочками, но очень быстро скинула. Поэтому для того, чтобы дождаться хорошего цветения, именно такую пеларгонию нужно пересаживать в более больший объем. Смотрите именно на свое название своей пеларгонии, потому что некоторые пеларгонии спокойно растут и в литре, и очень пышно цветут. Это все зависит именно от самой пеларгонии, от сорта. А есть пеларгонии, которую нужно пересаживать в больший объем, и тогда они будут пышные, красивые и будут шапками цвести очень долго. Итак, допересаживаю. Поливать я буду чуть позже, когда создам именно биококтейль для пеларгоний. Поливать я буду все пеларгонии одновременно. Также вам покажу, где у меня теперь будут стоять пеларгонии, потому что пеларгонии под фитолампами начинают белеть, там очень жарко. В квартире буквально 26-28 жары, и поэтому им нужно срочно на прохладу. А прохлада у меня только возле окна. Буду стоять там, где, в принципе, не открываются окошки, чтобы не подморозить. Вот, видите, она прям начала белеть. Это говорит о том, что пеларгонии нужно дополнительное питание и убрать ее от фитолампы, от жары, хотя бы на немного. Точно так же подсыпаем дренажные камни. И именно для такой пеларгонии нужно будет добавить сухое удобрение, которое содержит микроэлементы для того, чтобы наладить и корневую систему, а также чтобы избавиться от побеления листиков. Можно, конечно, использовать агриколу от пожелтения листьев, но тут немного другой случай, она именно реагирует на жару. Листья белые и листья желтые в основном становятся у пеларгоний в зимнее время. А также у более взрослых пеларгоний опадают и нижние листья, они желтеют и отсыхают. Это нормально. То есть листики будут обновляться, будут появляться новые побеги. Вот смотрим, какая корневая система. Корневая система здесь тоже крупная, поэтому будем пересаживать именно с тем грунтом, что было. Сильно отряхать я его не буду, так как корни здесь уже опущены вниз. Какое удобрение выбрать для таких пеларгоний, у которых начали белеть, желтеть листики, если вы их в данный момент пересаживаете? У меня есть несколько сухих удобрений. Есть и цион, это питательный субстрат, и есть триомикс, где рост и развитие. Просто берется и подсыпается именно сухой субстрат к корням. Цион у меня уже осталось совсем немного, буду также его посыпать в некоторые пеларгонии, которые в этом нуждаются. У которых не сильное побеление, пожелтение листиков, можно подсыпать и более дешевое средство. Это также комплексное минеральное удобрение именно длительного действия. Оно обеспечивает растению полноценным питанием, эффективно действует в течение 3-4 месяцев, то есть можно ничем больше не подкармливать, а также способствует здоровому росту и правильному развитию растения. Итак, пересадка у меня прошла, и теперь будем создавать биококтейль. Вам понадобится отстойная вода, литр, 1 литр у меня здесь в бутылке. Вода у меня всегда комнатной температуры. Первое, что буду добавлять для корневой системы, это монокалий фосфат. На 1 литр понадобится 1 грамм. Монокалий фосфат просто идеальное удобрение, с ним идеальные подкормки, так как оно устраняет слабое развитие корневой системы, а также
побурение краев листьев и от ржавчины на листиках. То есть нам поможет и корневой системой справиться, и именно с листиками. Эпином я буду опрыскивать чуть позже, также вам про него расскажу. Второе средство — это биогумус. У меня биогумус именно для комнатных растений. Биогумус стимулирует рост растения и наращивает мощную корневую систему, а также повышает иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям, а также смягчает стресс после пересадки и обеспечивает активный рост и обильное цветение уже чуть позже. У меня шприц 2,5 мл, поэтому я 2 раза набираю и наливаю в бутылку. В биококтейль обязательно нужно добавить фитоспорин. В связи с тем, что пеларгония очень подвержена именно гниению, именно корневой гнили, нам понадобится простое средство фитоспорин. У меня именно в жидком виде. Для того, чтобы использовать в жидком виде, вам понадобится 3-5 мл на 1 литр воды. Фитоспорин отлично помогает при гниении, даже если какая-то образуется небольшая гниль, то он поможет с ней справиться. А еще у нас там положен древесный уголь, также поможет справиться с гниением, если вдруг оно образуется. Древесный уголь как раз как антисептик. И еще очень важное средство — это стимулятор корней корневин. Он просто необходим в этом биококтейле для того, чтобы наращивать именно мощную корневую систему, для того, чтобы она разрасталась, и после этого будем уже наращивать листовую массу. Для этого нам понадобится 1 грамм корневина. Вот тот самый биококтейль, которым нужно поливать именно после пересадки. Он поможет и наладить корневую систему, а также поможет прижиться растению в новом грунте. И уже, конечно, после хорошей корневой системы начнем кормить именно для листовой массы. Но здесь уже и содержится у нас биогумус, который также влияет и на листовую массу. И, конечно, монокалий фосфат с корневином будут создавать хорошую корневую систему. А фитоспорин у нас защитит нас от гнили. Так, давайте повторим. Биогумус, фитоспорин, плюс корневин и плюс монокалий фосфат. Идеальный у нас биококтейль именно после пересадки, для того, чтобы пеларгония быстро прижилась. Этим же биококтейлем я поливаю абсолютно все пеларгонии после пересадки, и те, у которых есть побеление и пожелтение листиков. Он также поможет справиться с этой проблемой. И далее нужно все растения обязательно опрыскать с эпином. Эпин — это отличный стимулятор и роста, и очень помогает от стресса. После пересадки растение испытывает очень сильный стресс. Я использую 2 капли на пол-литра воды. Этого будет достаточно. Основная дозировка — это 4-5 капель на 1 литр воды, и опрыскивайте по листу. Опрыскивать желательно ближе к вечеру, когда нет активного солнца, если у вас, например, стоят пеларгонии на окне. Вот так вот дружно все пеларгонии переехали на окно. В связи со сменой микроклимата, то есть в комнате была жара, на окошке будет более прохладно, плюс объем горшка, а также была смена грунта, добавлен был грунт, и плюс были добавлены удобрения, и пеларгония начнет уже проявлять себя буквально через 2 недели. Даем 1-2 недели для наращивания корневой системы, и далее можно будет уже поливать с удобрениями именно для наращивания зеленой листовой массы. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, обязательно сниму видео чуть позже с пеларгониями. А также могу снять видео о своих стеллажах и фитолампах, что именно я использую, для каких цветов и где у меня именно стоят стеллажи, какие стеллажи. И могу также сказать цену стеллажей. Если вас все это интересует, пишите в комментариях. Если кому интересно, я сделаю специальное видео. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео. Всем спасибо и до свидания.